Опа! Сейчас переведу. По-настоящему феноменальный певец, которого вы так часто просите меня разобрать. Это действительно очень сложная песня, впечатляющая и захватывающая, с большим количеством проходов в головном регистре, с множеством высоких нот, исполненных в головном миксе и в белтинге, и с огромным количеством нюансов, которые мы сегодня будем анализировать. Сегодня мы будем разбирать SOS в исполнении Димаша. Я знаю, ребята, вы это слышите, и я это говорил очень много раз, но я повторю. Более 80% из вас, кто смотрит мои видео, не подписаны на этот канал. Я прошу вас, подпишитесь на этот канал. Мне будет приятно, и вам будет приятно. На французском. Fucking kidding me? До жути пробирает. Вау. Вау, вау, вау. Теперь, когда я об этом думаю, мне кажется, что я уже слышала эту песню раньше. По-моему, я уже слышала, как он ее исполнял. А теперь давайте перейдем к техническому анализу. Чуть позже мы подробно разберем технику, а пока давайте посмотрим, сработал ли iPad и действительно ли он записал экран. Я прочла коммент, где написано: «Этот парень не человек». В целом у него потрясающий контроль над голосом. Основное, что он делает, это очень плавные переходы между очень низкими нотами, средними нотами, а затем высокими нотами в начале. После этого я хочу переслушать один фрагмент, потому что я не понимаю, там тоже головной регистр или это микстовый белт, или это же просто микс, который больше склоняется к головному голосу. Нужно помнить, что все это всегда немного вопрос интерпретации, в том смысле, что другой человек может послушать и сказать: «Нет, по-моему, это больше головной микс», а я могу сказать: «По-моему, это больше микстовый белтинг». Это детали, и, в общем-то, это всегда микст. Я имею в виду, что это не так уж и принципиально. Это не становится менее сложным, если ты поешь в головном миксе. По моему мнению, последняя нота, в частности та, которую он сначала взял в голове, а затем выдал очень громко, была красивым микстовым белтингом с хорошим твэнгом. Твэнг — это назальный звук. Ладно, давайте посмотрим. Ребята, пожалуйста, не забывайте, что я перевожу по субтитрам, и мой перевод и то, что она говорит, идут не синхронно. Ok, qua diciamo falsetto. Здесь мы слышим фальцет, в том числе потому, что для мужчин это теоретически очень высокие ноты, и в звуке явно присутствует воздух. А эти ноты уже начинают удивлять, потому что эти низкие ноты, звучат почти лирически. Здесь он переходит от низких нот, которые, опять же, теоретически для мужчины уже достаточно мощные. Если бы я брала эту ноту, я не смогла бы сделать ее такой громкой. Он идет из грудного регистра в головной. При этом звучание сильное и красивое. И этот переход очень плавный.
Он звучит как флейта, которая сбоку. И если внимательно послушать, то слова его нечетко артикулируются, и это ему помогает. Эти руки напоминают руки моего друга, Матья. Questo è petto. Na, na, na. Это его грудной голос, и это белтинг. Ecco. Вот здесь я не могу решить, это микстовый белт или головной микс. Это микстовый белт. И вообще этот микстовый белт как в тех местах, где он не поднимается очень высоко. В первом случае он делал это либо в головном регистре, либо в головном миксте. А здесь он делает это гораздо более открыто, гораздо больше смещаясь в сторону белтинга. Qua a testa. По-моему, здесь начинается все с головного голоса, потом превращается в микс, потом он становится сильнее и превращается в головной микс. И на задний звук тоже. Twang. Questo è mix belt. Anche questo. Это микстовый белт, где он не поднимается, в кавычках, слишком высоко. И там, где он поет вот так, в первый раз это был более закрытый вариант, а во второй раз это был более открытый вариант. Twangato moltissimo. Questo è testa. Bellissimo. Troppo bello. Troppo bello. Troppo bello. Гласная здесь как бы и У, и И. И чтобы подняться так высоко, такой гласный звук помогает больше всего. Potete farli dove volete e in autonomia. E niente, quindi dopo questo possiamo andare tutti quanti a nasconderci insieme. No, è un fenomeno ovviamente questo ragazzo, ma quanti anni ha? Dimash, età, 29 anni? Нет, это да, конечно, феномен. Очевидно, этот парень настоящее явление. Но сколько ему лет? В возрасте Маша 29,5 лет, 94-го года рождения. О, значит, еще есть надежда. Ну ладно, если серьезно, большое вам спасибо за просьбу разобрать это видео. Очень многие просят меня делать разборы на Димаша. И теперь я постепенно выпускаю все эти видео с реакциями и анализами, потому что меня это действительно очень сильно интригует. Напишите в комментариях, что вы думаете, и были ли вы так же, как и я, с открытым ртом и широко раскрытыми глазами. И, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока.